Пантера родилась 18 сентября 2019 года. Мне показалось, что она очень смешно выглядит. Какая-то непонятная черная кошка там. Из окна было видно в ее местечко там. И мы подошли поближе к ней, на нее посмотреть, и там у нее какие-то лапы странные были. У нее не было шерсти в кусочках на ногах и на ручках. И что это было? Оказывается, доктора сбрили эту часть шерсти, чтобы сделать какие-то уколы, чтобы она не болела чем-то или не заражалась какими-то вирусами. Когда впервые встретился с Пантерой Михайловной, я был в старшей школе. Я пришел к Соне на обед. А там такая масенькая, узенькая, крохотная кошечка. И сидит, и такая глазастая на меня смотрит. Я бы сказал, мое первое впечатление было, что я смотрю на очень хорошенького индивидуала. Оказалось, что ей было очень радостно, когда мы попросили зайти к ней уже в ее квадратик, где она жила. Она очень обрадовалась, она сразу к нам подбежала и стала нас нюхать, потом стала залезать на нас и даже хотела играться с какой-то игрушкой. Она была очень добренькая и мяукала чуть-чуть тоже. Когда я ее везла в машине, мне дали такую коробку большую, и туда ее всунули. И она в этой коробке там сидела и мяукала громко-громко весь путь домой. И кажется, что ей было страшно, непонятно, что с ней делают. Было очень драматично, когда мы первый раз ее мыли. Я позвала подружку, чтобы она мне помогла, потому что у нее тоже была кошка. И помогла мне ее мыть, потому что она была такая маленькая. И мы ее на кухне в раковине мыли. И двумя руками как-то ее держали. Одной рукой я ее намывала, а моя подружка ее держала тело. И она мяукала и плакала все это время. Очень драматично себя вела. Как будто бы что-то с ней ужасно происходит. Я помню, что мы иногда там с Аришкой ее вывозили на прогулки. Звали ей тащейничек, находили какое-то поле, и по полю ее пускали. Я знаю, что она, когда гуляет, она очень так, как змейка, очень низко к земле остается и ползет вот так вот. И очень всего боится. Первый раз мы ее куда-то в парк повезли и надели на нее ошейник. И ей сначала было очень странно. Она смотрит и кажется, что ей непонятно, на что она смотрит и вообще, что происходит. И она еле двигалась и испуганно стала ползти. У нее тело очень низко к земле. И она ползет, глаза большие. И кажется, что она готовится для чего-то. Если на нее нападут, она будет полностью готова. Ну, как-то нервно себя ведет, когда гуляет. Это был очень смешной момент,
Вот она залезла в рукав моей куртки и застряла там. И, мне кажется, она как в туннеле. Она хотела в туннеле каком-то быть и ничего вообще даже не видеть. Как вы знаете, пантера очень любит гулять на крыше. Она всегда туда просится, и когда мы впускаем, она не хочет особо уходить. Иногда, когда мы там с кем-то другим проводим время на крыше, пантера забегает незаметно. Мы не знаем, что она там находится. Поэтому бывает так, что мы уходим с крыши, и непонятно, где пантера. Оказывается, она прорвалась на крышу, где-то там гуляет всю ночь. Однажды она там до самого утра была. Один раз что-то очень страшное произошло. Мне кажется, она на улице была в какой-то момент, и там у нас кустик растет. И она съела чуть-чуть этого кустика и листочки, как она всегда любит чуть-чуть хотя бы погрызть, когда на улицу выходит. И в тот вечер, по-моему, или на следующий день ее стало очень много вырывать. Прямо очень много. По-моему, 3 раза за пару часов ее вырвало. И видно было, что ей очень плохо, как-то ей страшно, и какая-то она... мало сил у нее, и вообще она ничего не ела, и вырывала уже не еду, а просто из живота что-то. И поэтому мне было очень страшно. Я даже не знала, что с ней делать, поэтому я решила позвонить в Emergency Pet Care и спросить, что они советуют. Они сказали, что, может быть, ей правда что-то попало, но не знаю точно, и я все-таки решила, что нужно чуть-чуть подождать. И на следующий день я ей дала просто белую курицу без всего. И с временем как-то у нее все ушло. В тот день только 1 раз вырвала, и она уже стала, как обычно, есть. Чем она занималась изо дня в дня? Какое было у нее расписание? Ну, как все кошки, она очень много спала, особенно когда была маленькая, она от всего уставала и куда-то уходила, в какое-то удобненькое место себе находила и там спала. Когда она супер маленькая была, она у меня прямо на ножках спала. Она любила залезать иногда под одеяло тоже. Поэтому большую часть дня она просто спала. А так она любила смотреть в окно на птичек, на автобусы, на машины, всякие звуки слушать и просто смотреть, на что происходит на улице. Еще ей всегда нравилось играть, где-то бегать. Иногда у нее очень много энергии было, и она бегала везде по дому. Какие-то игрушки кидала. Она любила покушать. Еще она очень любила на солнышке лежать. Если через окно идет солнышко, она всегда туда ложится, на место на полу.
Могли бы вы рассказать мне о той встрече с котом? Та встреча произошла, когда у нас еще другие соседи жили. И у них был кот. Спокойный кот. По-моему, так тоже маленький, только годик или 2. Мы встретили, там кошка, оказывается, живет. Мы решили ее с Аришкой пойти и встретить кошку. Потом еще когда была маленькая. Мы приходим, они немножко нам боятся друг друга. По-моему, они нас пригласили, или я придумала, чтобы познакомить пантеру с их кошкой тоже. И вот я ее привезла, занесла к ним в квартиру, и она стала там ходить. И другой кот ее тоже увидел и подошел, и они как-то стали друг друга нюхать. Но пантера очень-очень осторожно себя вела. Ей было очень страшно. Они в итоге не дружатся, начинают там драться. Или не драться, а по крайней мере бояться друг друга. И она как-то странно стала реагировать на этого кота, не хотела подходить. Казалось, что она готовится для борьбы каждый раз, когда подходил этот кот. И потом мы решили их на улицу, чтобы они на улице провели какое-то время. Может быть, там будет спокойней, больше места как-то. Но там она совсем вышла из себя. Она так испугалась, она почему-то, по-моему, подумала, что кот нападает на нее. И я ее попробовала взять, а она от меня убежала. И через забор прыгнула вообще. И я, по-моему, ее попробовала снять, и она мне вообще разрезала почти руку. Разрезала, у меня кровь была, и на спине, по-моему, тоже. И после этого ей нужно было даже пару дней, чтобы прийти в себя. Она была какая-то очень пугливая и, да, странно себя вела. Однажды мы с папой ее должны были на прививку отвезти. Поэтому ее привезли там на портрера. Нам сказали, что лучше в клетку не класть, то ей будет страшно в клетке. Поэтому ее в ручках держали. Там ничего, ехали, ей было любопытно, интересненько. А на обратном пути, когда ей прививку уже сделали, она была очень усталенькая. И не хотела в ручках быть, она хотела спрятаться куда-то. Ну, я ее должен был держать. В итоге я не удержал ее. И она залезла под сиденье в Лексусе. И там всю дорогу сидела. Потом вернулись домой, и нужно было уже ее домой пускать. А влезать не хотела, поэтому было очень забавно, потому что была такая сталенькая, но очень-очень крепко держалась в машине там под сиденьем. Она утром, я еще сплю, но я начинаю просыпаться. И вот я смотрю, открываю глаза и смотрю наверх, и вот на меня вот такая сова утром на меня смотрит. И ждет, наконец-то, чтобы я проснулась. Когда она видит, что я уже проснулась, она на меня выглядывает. И ждет, пока я встану. Прыгает на пол, запрыгивает оттуда обратно и делает эту сову. Когда мы отмечали Пасху, мы с ней сидели в садике, и она туда вышла и залезла на дерево. Как обычно, она любит на него залезать. И потом она пошла куда-то далеко-далеко-далеко по этому дереву. И вообще куда-то так высоко залезла, что сама, по-моему, не смогла слазить вниз. И было видно, что она уже как бы много времени там провела, и было похоже, что она уже хотела вниз слезть. Но она стала крутиться по этим веткам и не находить, как ей слезть вниз. И я видела, что она как будто бы там застряла, уже какая-то паника начинается. И она прямо над столом нашим. И с каждый шаг что-то падает на наш этот стол. Какие-то листья падают, и громко там в листьях все слышно, как она там ходит. Наконец-то я уже думала лезть, какую-то лестницу приносить, ее снимать оттуда. Но решили посмотреть, как она сама решит эту проблему. И все-таки под конец она как-то потихоньку нашла, как ей спуститься. И после этого уже все. Мы ее уже домой вернули. You're right. Get up, stand up. We can't give up the fight. Stand up for your right. Lord.
Еще один раз она застряла на дереве. У нее был ошейник надет опять, но она запрыгнула на какое-то дерево и стала вверх-вверх лезть. Потом попробовали ее подтянуть чуть-чуть вниз ошейником, и ошейник сошел. И получилось, что она вообще там на этом дереве, и нам ее никак не достать. Поэтому потом мы залезли на это дерево и сбросили. Это было в Дэвисе. Вот я вижу, что она встречалась с другим котом. Как вот это прошло? Где это было? Это было в Дэвисе, это был тоже очень нервный момент. Подошла какая-то кошка, и на нее они прямо глядели на друг друга. Тут она села на скамеечку, где у нас ботинки лежат, и они на друг друга смотрели очень долго. Потом я решила открыть чуть-чуть окно. Там же сеточка, поэтому кошка-то не зайдет. Открыла я окно, и в какой-то момент кошка, по-моему, приблизилась, а пантера просто в ужас впала. Она бросилась назад, она прямо почти упала с этой скамейки. По-моему, у нее она зашипела, и да, стало очень нервно. Потом я сразу закрыла уже окно, поняла, что это плохая идея. Это была одна игрушка, я ей попробовала, чтобы она сама могла играть, пока нас нет дома. Есть очень страшно от нее почему-то, от этого шарика, ей не понравился он. Она подходит и к нему нюхает, а он начинает двигаться сам. И она убегает, у нее шерсть даже встает. Ее любимая еда, ее сладость, она ее ест на ногах. Она встает на ноги, если я подниму этот тюбик, и его лижет и стоит. А так ее не заставить встать на ноги. Только это когда любимая ее еда. У нее баланс иногда не супер, но она может себя держать, пока лежит. Потом ей нужно иногда отдыхать, она опускается, а потом опять поднимается и лапки вот так вот держит. Уселась пантера на стул и стала себя лизать. Но в это время произошло что-то странное с ее ногой, и она ее вытащила. И другая тоже стала какая-то острая нога. У нее нога ушла куда-то наверх, в странную позицию. Потом она продолжала себя лизать, и другая нога тоже куда-то катилась. Скажи мне про это сидячем спецмене. Как это произошло и как это выглядело, как это чувствовалось? Это произошло, я улеглась на телефон, по-моему, смотреть. И потом подошла пантера. И в этот момент я лежала на животе, поэтому у меня спина очень плоская была. И она ко мне залезла и уселась. И глазами на меня смотрела. И смотрела на мой, что я там делаю на телефоне. И это чувствовалось очень приятно, как массажер. И очень тепленько. Но потом уже в какой-то момент я хотела шею повернуть, а если я подвинусь, тогда она с меня хотела слезть. Она была такая злобная штука. Она пялилась на меня. Заикнулся, как касается моей. Прибавил. Stuck staring. Это она готовит хлеб.
Она делает себе удобную позицию на кровати, она себе греет, наверное, одеяло, чтобы удобненько лечь. Я про эту поездку очень волновалась сначала. Я думала, как она вообще сможет в машине так долго. 7,5 часов, поэтому я думала, что она прям будет мяукать все это время, как обычно. Ну, вообще-то мы туда сели. Она стала мяукать сначала. Я ее в клетку положила, чтобы она не гуляла по этой большой машине. Но она как-то очень быстро успокоилась. Там в своей клетке лежала. Даже с нами разговаривала, как-то смотрела на дорогу. И было очень интересно. Потом я решила ее выпустить. И одеялко себе положила, и она прямо на меня залезла. И не мяукала, не плакала. Как-то все спокойно, просто сидела там. Почти все это время она там сидела. Когда мы останавливались на бензин и еду, я ей в тарелочку наливала водичку, и чтобы она попила чуть-чуть. А так все нормально, достаточно спокойно все это прошло, как-то не так плохо, как я ожидала. Скажи мне, как она выглядит после ванны? Она становится мокрым, острым ежиком, как крыса чуть-чуть тоже, но она очень хорошенькая. Когда я заворачиваю в одеялко и сушу, она очень хорошенькая. Как все прошло, увидев эту собаку в квартире? Ей было очень страшно. Я подумала, спокойная собака, хорошо себя ведет. Пантере и так очень страшно было. Она на эту собаку глядела долго-долго-долго, шипела. И пару раз собака лаяла. И от этого у нее прямо, она прыгала, все тело прыгало у нее. Barely moving. И она выдулась в такой большой-большой шар. Я никогда не видела, что у нее шерсть так поднимается вообще. Она в 3 раза больше стала. Ушки у нее поднялись, и хвост очень толстый стал тоже. Да. Какой-то медведь, она в какого-то медведя превратилась. Собака не так интересовалась кошкой, и когда собака близко подошла, она прямо зашипела. Я давно видела такие крылья, они очень хорошенькие были. Я их давно уже планировала купить, но как-то не приходил момент. Поэтому я как раз решила на Хэллоуин в этом году заказать эти крылья хорошенькие. И очень их просто надевать, просто под шею и под животик. И не так уж они мешают ей. И она очень хорошенькая получилась.
Расскажи мне историю о том, как ты пошла на пляж. Да, я решила сегодня наконец ее куда-то вывести надо. И решила на пляж, не слишком жарко было. Я подъехала на машине к этому пляжу и думала на поводке, что она сама дойдет хотя бы одну улицу. Она не захотела идти, еле двигалась, поэтому я ее взяла на руки и отнесла как бы по лестнице к этому пляжу. Там я с ней долго гуляла, она как-то очень сильно мяукала. Ей как-то песок, мне кажется, совсем странно был. Она песок до этого как-то даже и не знала, такой песок. Ну, наконец-то она дошла до конца и до воды дошла даже. И там она карабкалась по песку через растения. Вообще там какая-то мокрая грязь была, и она в нее наступила, и прямо по спинке у нее все там какое-то липкое стало, какое-то грязное. Там я ей еду взяла с собой, чтобы ее покормить, и еда как-то на ее спине оказалась. Поэтому, а потом песок к этой еде прилип. Все на шерсти у нее. Когда я вернулась домой, я решила ее помыть хорошенько, и потом она так сохла. Первый месяц, когда мне Гарик подарил эту кроватку, она туда не залезала. Я ее поднимала и ставила, она сразу с нее спрыгивала. Теперь она туда сама залезает. Она залезает и крутится. Она либо на одной стороне сидит, или на другой. Мне кажется, ей там удобненько. И оттуда она смотрит на птичек и на деревья. И иногда там спит. Она закручивается в свою форму круассан и спит. Скажи мне, как прошла несколько, мне кажется, даже было таких встреч с белкой. Да, с белкой. Где мы сейчас живем, белки всегда приходят к окну и дразнят ее. Они встают на заборчик, и там на нее смотрят и бегают. Потом они бегают перед дверью. И один раз белка забралась на сетку, на нашу эту дверь, которая сделана из сетки. Я услышала какой-то звук громкий, вышла из комнаты и увидела, что эта белка висит кверх ногами на этой сетке, почти наверху. И пантера с ужасом смотрит на эту безумную белку. Потом она сама забралась сюда. Пантера. Значит, что-то от белок выучено. Последнее. Расскажи мне про жениха. Это жених. Это другой кот, который живет у нас в апартаментах. И он уличный кот. Он иногда к нам приходил на стульчик сидеть на балкончике. И они уже пару раз встречались. В этот раз он пришел к нам отдыхать. И пантера тоже его увидела. И вот они оба вышли, встретились, но они не подходили близко друг к другу, просто вот так на друг друга смотрели с дистанции. Еще один раз я увидела, как пантера выбежала из квартиры и побежала вниз по ступенькам, где она там любит ходить. И потом я ее оставила, думала, никуда она так быстро не убежит, пусть походит там внизу. Потом я смотрю, и там стоит кот. И они вместе вот так вот стоят и на друг друга смотрят. Я сразу побежала вниз и захватила пантеру, а то, если я бы не увидела этот момент, они, может быть, стали бы драться. По-моему, все было спокойно. Пантера боялась, но другой кот, по-моему, спокойно относился к ситуации. Почему он называется жених? Потому что он тоже черная кошка. Дядя кот. Они очень похожи на друг друга. Иногда, когда я прихожу домой, я вижу черную кошку, я думаю, что это пантера у меня убежала.
Какие позиции у пантеры есть? У пантеры очень смешные позиции. Это называется буханка. Loaf. Черная буханка. А это у нас, по-моему, называется эта позиция улитки. Да, swirl. Snail swirl. Это у нас кросон. В какой она позиции больше всего? Она любит находиться вот в этом, в croissant position. Еще она любит как-то в сосиске. Это известная сова. This is the owl position. Два года назад у меня появилась эта идея, чтобы сделать такой документальный фильм про пантеру. И в ноябре я взял интервью. И я использовал такую бесплатную программу, но я понял, что у меня совсем ничего не получается. И папа мне предложил перейти на платную программу, профессиональную. Я мог сделать много эпизодов с очень много эмоций. И это, мне кажется, это у меня получалось из-за, во-первых, музыки, вставление кадров в правильное место и наблюдение за другими фильмами, как там в других фильмах делается это. Самое трудное, которое, мне кажется, было в производстве этого фильма, это было понять, как правильно иллюстрировать эпизод. Я когда делал этот фильм, я очень много сердился, когда у меня что-то не получалось, но по-большому, я просто очень был рад, что я мог увидеть эти моменты с пантерой, и я надеюсь, что те, кто смотрит этот фильм, такое же будут чувствовать, и им будет это все очень увлекательно.
Heavenly bird.